Надежда Васильевна сидела в кабинете за проверкой тетрадей. Она даже не заметила, как все разошлись. Ватага ее учеников давно вырвалась из стен школы, разразившись криками и смехом. Месяц май расплескал на дорожках теплые лужи, в которых, как в осколках зеркала, отражались летящие по небу пушистые облака. Яблони и груши нарядились в белые наряды. Гудели пчелы. Весело чирикали воробьи. А Надежда Васильевна сидела в опустевшем классе, слушая, как замирают вдалеке детские голоса. Школа погружается в тишину. Учителю очень хотелось побежать вместе с ними, размахивая портфелем, прыгая по лужам, толкаясь и смеясь. Она невольно улыбнулась, представив, как она, молоденькая учительница математики в круглых очках, вдруг проделывает такое. Надя со вздохом кинула пустой взгляд на класс с развитыми на партах солнечными брызгами и опять погрузилась в изучение тетрадей, стараясь игнорировать буйство весны за окном. Тут потихоньку скрипнула дверь, и в класс протиснулся лопоухий мальчуган, лет 9, с носом густо усыпанными веснушками. «Ну, что тебе, Вова Курочкин, забыл что-то или хочешь дополнительно позаниматься? Что-то у тебя устный счет страдает и таблицу умножения ты постоянно забываешь». «Да не», – маялся мальчишка, – «я по другому вопросу». Было видно, что он очень стесняется, но очень хочет чего-то попросить. Мальчик подошел вплотную к учительскому столу и начал что-то сбивчиво объяснять про отца. Потом начал говорить про лес, еще про какого-то волчонка. Надежда растерянно сняла очки и снова их нацепила на нос, нервно покашливая, поглядывая на мальчика. Вдруг он запнулся, забыв заранее заготовленную речь, а молодая учительница, воспользовавшись паузой, удивленно спросила: «Какой еще волчонок? Я, Курочкин, вообще ничего не понимаю, что ты от меня хочешь. Надежда Васильевна, пойдемте со мной, я вам лучше покажу». И он неожиданно взял свою учительницу за руку и стал тащить ее. Надя не стала сопротивляться, у мальчишки явно что-то случилось и ему нужна ее помощь. Так они дошли до околицы деревни, за которой уже начинался самый настоящий лес. За лесом деревня, в которой они с Курочкиным жили. Школа, где работала Надя, была одна на несколько окрестных деревень и стояла на отшибе. Вскоре они с мальчиком дошли до старого, заваленного колодца. Когда-то наспех закрытого щитом, сколоченный из старых досок. Конечно, щит давно прогнил, и в нем образовалась небольшая дыра. Из дыры доносился громкий, жалобный скулёж. «Вот», и Курочкин показал пальцем на дыру. «Там волчонок, а я не могу его оттуда достать», — сказал мальчик. Щит вросся в землю и покрылся мхом. У него не хватало сил сдвинуть его с места. Надя встала на колени и, срывая в кровь ногти, стала поднимать щит. «Вова, помогай, чего стоишь!» — крикнула учительница. Общими усилиями крышка, закрывающая колодца, была сдвинута. Теперь надо было достать волчонка. Надежда наклонилась, потянула руку к животному, но не хватало каких-то 30 сантиметров, чтобы подхватить волчонка. Тогда в яму полез Курочкин, а учительница держала мальчишку за ноги. Вскоре ему удалось схватить маленького бродягу за шкирку, и Надя вытащила на поверхность сразу обоих. Волчонок дрожал, как лист на ветру от страха. Скулил и тыкался мордочкой под мышку Курочкину. «Ну, рассказывай, что за дела такие?» – стала допытываться Надежда Васильевна. «Это дружок мой, его Дым зовут. Мне его папка подарил, в лесу нашел. Скорее всего, его мамка потеряла. Он у нас уже месяц живет». «Да не тараторь ты, а то я ничего не понимаю», – перебила ученика Надежда. «Так, а зачем ты его в школу притащил? Да мне пацаны не верили, что у меня есть настоящий волк. Брехуном стали дразнить, вот я и принес его в школу, как доказательство. Спрятал под крыльцом, а он возьми да убеги. Когда уроки закончились, я его в колодце нашел, ну, а достать одному никак не получалось. Но вы сами видели, как будто извиняясь говорил Вовка. Ладно, бери своего друга и пошли домой, а то нам еще 2 километра по лесу топать, и не бери больше животинку в школу, договорились? Ну, а ребятам я сама расскажу про волчонка, чтобы они больше не обзывались». Вовка был на все согласен. Время шло, и подросший Дым каждый раз умудрялся убегать со двора и сопровождать своего друга до самой школы. Потом он прятался под крыльцом, дожидаясь окончания уроков. Обратный путь они уже проделывали вместе, не прячась ни от кого.
Так продолжался целый год. На дворе опять вовсю бушевал месяц май, даря всем надежду на новую жизнь. В тот день Вовка Курочкин остался после уроков на дополнительные занятия по математике. Ну не давалась ему эта наука, хоть ты тресни. Да и еще он долго болел зимой ангиной и отстал от учебного процесса. Добрая Надежда Васильевна решила немного потянуть мальчишку сама, а потом они вместе после занятий вернутся в деревню. Верный друг Дым, как всегда, прятался под крыльцом школы, в ожидании своего товарища. «Вова, ты устал?» – спросила Надежда Васильевна после 30 минут занятий. «Можешь немного прогуляться, сходи в туалет, если нужно». Вовка выскочил в коридор, уж больно тяжело ему было усидеть столько времени на одном месте. Окно на улицу было открыто настежь, пуская в каждый уголок класса цветущий аромат весны. Надежда склонилась над тетрадками и не заметила, как в окне показалась голова. Потом голова исчезла, и двое мужиков под окном шепотом стали строить планы на молодую женщину. Баба молодая и сочная сказала один другому: «Слушай, она тут одна, на улице темно и ни души рядом, здание на отшибе, потихоньку пробираемся в окно, быстро сделаем свои дела и ходу в лес дадим, никто нас не видел и не знает, а завтра уже далеко будем». Так они и сделали, но когда мерзавцы попытались схватить Надежду и завалить ее на стол, в окно неожиданно для насильников влетел огромный волк. Он появился перед ними, как чудовище из преисподней. Оскалил свои огромные клыки и вздыбил густую шерсть на холке. В этот момент дверь скрипнула, и в класс вошел Вовка. Скрип двери прозвучал, как щелчок затвора. Волк моментально прыгнул и завалил того, кто первым напал на Надежду. Вовка схватил со стола гипсовый бюст Пушкина и огрел им по голове второго, более тощего бандита. Надя бросилась из класса на улицу и стала громко кричать, звать на помощь, а в завершение ко всему нажала на звонок и не отпускала палец до тех пор, пока не подоспела помощь в лице местных мужиков, которые скрутили бандитов. Апогеем всего этого стало то, что в класс залетела продавщица Людка и стала лупить кулаками незадачливых бандитов, приговаривая при этом: «Так вот, кто упер у меня в магазине сегодня 2 бутылки водки». В общем, бандиты отправились в милицейский участок, ну а спасенная учительница со своим учеником Вовкой Курочкиным и Волком направились в свою деревню. Их даже не смущало, что на улице почти стемнело и дорога лежала через лес, ведь с ними был надежный защитник. Дорогие друзья, спасибо за просмотр. Если вам понравилась история, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, впереди еще много всего интересного, а также оставляйте свои комментарии, что думаете по поводу этой истории.